Друзья, если вы почувствовали, что ваша жизнь ничего не значит, добро пожаловать в Бангладеш. Очередной автобус, очередные разборки тут происходят. Самые сильные разборки всегда в автобусах. Там прям битвы проходят. Битва за клиентов. На самом деле автобусники самые жесткие люди. Они не щадят ни себя, ни автобуса. Никого. Вытащил камеру и боишься, дернут ее снизу или нет. Утренний трафик, все на работу едут. Я каждый раз, когда нахожусь дома, думаю, вот приеду в Бангладеш, поснимаю, как дерутся автобусы между собой. Просто уже, наверное, каждый раз нет сил на эту съемку, но думаю, этот раз попробую запечатлеть весь процесс. Мне кажется, у нашего водителя с головой проблемы. Вот на протяжении 2 часов без остановки вот этот сигнал идет. Я пытаюсь отвлечься, уже не думать о нем, но как назло, он все глубже и глубже входит в мою голову. Уже некоторые местные начали кричать, типа остановись. Максимум, если он замолкает, это минута. Постоянно на выезде из города огромное количество мусорок. Всевозможных перерабатывающих цехов. И зловонный, отвратительный запах. Наконец-то эта поездка закончилась. Это, наверное, за все время пребывания самая безумная из поездок, потому что реально просто голова болит. На полпути где-то зашли хиджры. Хиджи – это трансгендеры, кто не знает. И начали собирать денег. Так как Бангладеш мусульманская страна, все равно, пусть вас это не удивляет, даже они побаиваются, отдают деньги. Подошел чувак рядом со мной, стоял, хиджр, он же трансгендер, он же она, он же оно. В общем, у него предплечье шире, чем мое, в 2 раза. Ростом такой же, как и я. Огромные трапеции, накрашенное лицо. И вот через одно место от меня засунул палец в рот мужику, оттянул щеку и засунул большим пальцем туда, пролез между зубами и щекой. А второй рукой схватил за шею. Я вижу, он прям начал сжимать ему шею. И тот невольно полез в карман, вытащил деньги, там, 50, по-моему, так и отдал ему. Так что будьте аккуратны. Это Бангладеш. Ну а у нас перекус. Рис, мясо, без мух, лепешки, огурец, лайм, Абдулла, бородатый дядька, не бородатый дядька. Сейчас пока руки мыл, увидел кухню, да лучше бы я ее не видел. Поэтому в таких странах на кухню лучше не заходите, если хотите поесть нормально. Он так вкусно. Вкусно, остро, как всегда. Сначала показалось не острое, потом я понял, что это очень остро. Даже местная Абдулла говорит, что ему очень остро.
здесь точно туристов не бывает, потому что они на меня смотрят все. Смотрят очень интересно. Не понимаю, что происходит. Я и сам ничего не понимаю пока. Цель моего визита в эту область. Вот он, дорогой пайнэппл. Ради этого я сюда приехал. Это моя такая детская мечта. Увидеть, как растут ананасовые поля. Вот такие вот здесь бараны, мини-бараны. То есть это уже крупные, чтобы вы понимали. В этом крупном хорошо, если 10 килограмм. Не будет 10 килограмм чистого мяса. Так, нам сейчас нужно добраться и уехать отсюда. Здесь видно, какой-то барин жил на втором этаже. Ну, пока ничего интересного, все обычно. Не вижу я тонн, десятков ананасов. Пока местные стройки идут. Ананас очень вкусный фрукт, который поспевает от 5 до 7 месяцев. То есть в год может быть 2 урожая. Родина считается Бразилия. Но не в этом суть. Это очень важный и полезный фрукт для мужчины. Как же вам просто объяснить? Например, есть Иван. Иван готовит 12 килограмм йогурта в день. Если Иван дружит с ананасом, то Иван в день готовит 24 килограмма йогурта. Как-то так. То есть улучшает мужское либидо. Рисовые поля. Вот в этой части Бангладеша очень много риса. Прям много-много-много. Вот пока ехали на автобусе, не знаю, десятки заводов, где обрабатывается рис, сушится. Что-то здесь загадили. Вдоль дороги все. Неприятно видеть это. Когда впереди на горизонте все зелено, люди вручную колосья риса срезают. А тут бах и мусор. Вот это все, что возле дороги лежит, это банановые деревья. Кусты порубленные. Но мне кажется, что мы подъезжаем, потому что очень сильный аромат ананаса идет. Прям вот такой ягодный, какой-то земляника, крыжовник, все вместе. Немножко мяты, немножко груши, бергамота на дереве. Ну да, я же сказал. Вот они, ананасики. Просто куча ананасов. Здесь с двух сторон продаются ананасы. И ананас накрыт банановым листом, чтобы солнце не съедало его. Говорят, что мы типа опоздали немножко. Немножко опоздали. Но здесь их очень много. Здесь у дядьки уже покрупнее они. Аккуратно их выкладывают. Банановый край. И ананасовый тоже. Практически весь Бангладеш отсюда питается ананасами. Здесь никогда не дарят ананасы друг другу. Это считается плохим тоном. Дед что-то поет. Просто полная машина ананасиков.
Небольшая куча. И здесь я смотрю, даже зеленые сорны. Вот эти вот маленькие по 5 рублей штука. Которые совсем маленькие. Здесь даже козы едят ананас. No salt, окей? Без соли хочу. Прям вот хочу просто фрукт. С этим серпом так работает, конечно. Не томи, не томи. Дай мне его. And for you one, okay? For you big? Как-то они разрезают, интересно. А, все понял, они оставляют ствол. Ствол здесь видно, никто не... No. Thank you. Очень сочный. Кисло-сладкий, вкусный. Один мало. Там где-нибудь дальше сидим. Другой попробуем. Для нас 15 рублей. Ананас. Ну, за то, что почистил, порезал. Он его посыпал приправами. Местные любят с приправами. Им нужен баланс соли и сахара. Good? Sweet? Sweet and Salt. salt. Кисло-сладкий. Я вообще люблю все кисло-сладкое. И жизнь моя кисло-сладкая. Все, что не успелось сегодня распродаться, будет продано завтра. This is banana, yes, punch? Впереди бананы. Много-много бананов. Те самые зеленые бананы, знаменитые. Что-то еще ананас захотел. Вспомнил Ивана. Здесь, видите, разговаривают телегами сразу. Главное, чтобы нас не сдавили. Я не знаю, как они поспеют, они вообще зеленые. Мне вот это непонятно, конечно. Здесь очень много. Сюда опасно заходить, здесь все грязно. Ну, очень много бананов. Я за все время только один раз желтый увидел. Остальные все какие-то зеленые. Ой, здесь конца края не видно бананом. Все зеленое. Может, это какой-то специальный сорт. В течение 10 дней они будут желтые и сладкие.
как нам объяснили. Никто их не будет рвать вам в желтом виде, уже в спелом, потому что они не доедут до рынка, превратятся в кашу. Бананы бананами, но честно захотелось еще ананас. Скоро поездка по деревням. Нужны силы. Силы передвигаться. В общем, одна такая связка бананов стоит 200 рублей. Если перевести в рубли. Там 240, что ли, так. 200 рублей. Плюс-минус. Если это тот самый сорт бананов, который мне нравится, то это очень вкусно. Просто я не могу понять, они еще зеленые. Вот когда поспевают, они такие желтенькие, с тонкой кожей, кисло-сладкие. Ой, сказка. Здесь душно. Здесь реально душно. Вот в такие рикши собираются ананасы, которые едут недалеко отсюда. Все, что далеко, на грузовиках уезжает. Небольшое количество на маленькой технике. Что едят продавцы ананасов? Лепешки. И вот такие вот омлеты. Омлет с луком и с перцем. И готовит его такой дядька. Бананы смотрели, уже все закрываются. Здесь лучше всегда спрашивать цену, чтобы не попасть в просак. Один раз мы не спросили и пожалели. И теперь мой бангладешский друг всегда спрашивает. Давай, не томи, друг, меня. Хитрый рез. Если бы он еще был холодный. Все сыпется, как я ем. Продавец на меня с таким аппетитом смотрит. Он сам захотел ананас. Битва титанов. У всех курочки. Абсолютно в каждом дворе маленькие цыплята. Слушай, я что-то подумал, если здесь столько ананасов, дальше не буду продолжать. Здесь не жизнь, а сказка. Вот здесь не бедные живут, потому что, хотя по домам непонятно, бедные, богатые, они могут и богатые также жить. Складировать мешочек с зелененькими. Вот лаймы. Дед что-то везет. Листья банановые. Манго удлиненное. Салам алейкум. Что-то я прозевал. Он показал, что ты повернулся, он на меня смотрит, улыбается дед. Здесь очень тихо. Даже непривычно после столицы. Съел 2 ананаса, еще хочу. Реально хочется. Надо будет еще один съесть. 3. Здесь что-то происходит. Это, похоже, медресе какое-то. Там все встали, а молятся. Молятся. Мальчики, девочки. Я сначала думал, они меня увидели, все встали. Нет, они, оказывается, молятся. Но это, наверное, обычная мечеть, потому что девочки в конце, мальчики впереди.
Вот я уже вижу ананасовую плантацию. Но самих плодов еще не видно. Как объяснил наш проводник, вот этот ананас будет через год готов. Какой-то особый сорт, наверное. О, какая красота. Я уже отсюда вижу этих красавцев. Как же это красиво смотрится. Год спустя. Но это крупнее. Мы не такие ели. Сейчас. Они прям сливаются. Сотни километров ананасов. Не знаю, на камере их видно, тут все в один цвет. Так, давайте подойдем. Надеюсь, тут змей нету. Как-то вот так вот он выглядит. Ананас. Получается, на одном кусте один ананас. Вроде бы так как-то. Никогда в жизни не думал, что ананас любит банан. То есть они в очень хорошем соседстве живут. Симбиоз. Здесь конца края не видно этому всему делу. Реально лес. То есть одна плантация вырубается, вторая в это время спеет. И вот так по очереди. Если покупать ананас отсюда, он вообще копейки стоит. Здесь 3 рубля, 5. Все зависит от размера. Я, конечно, в шоке. Знаете, как хорошо растет ананас. То есть между ним не только, оказывается, банан можно растить, а и всякие цитрусовые. Он тоже любит ананасы, похоже. Режут по утрам ананасы. Салам алейкум. Мне кажется, у коз и коров молоко здесь вкусное. Таким с ананасовым оттенком. Вот мелкий ананас. Это же получается бесконечный круг. Здесь уже покрупнее. Или срубили. Такая маленькая, уже беременная. А, уже и молоко есть там. Похоже. Уже не первый раз. Эти люди, которые впереди на горизонте, они рубят листья. Или сушить их относят, или для животных, для скотины. Или, я не знаю, сушат и для топлива используют. Но куда-то используют их. Ничто здесь не пропадает. Красавчик. Ну, размер у него прям хороший. Через месяц он будет уже желтым. И все остальное будет желтое здесь. Те, кто собирает ананасы, зарабатывают в день, в сезон. Есть там какой-то минимум 500-600 рублей.
весь день, не весь день, вернее, до обеда, там, с утра до 11. Вот с утра я так и не понял, со скольки. 500 рублей. Наклонился, отрубил, закинул. Наклонился, отрубил, закинул. Со временем картина начинает приедаться. Такой длинный путь я сюда протел, а приехал, посмотрел, все, уже насытился. Интерес пропал к ананасу. Удовлетворил свои желания. Сейчас пойдут дожди большие. Прям вот реально большие будут. И изо дня в день лить. И ананас вот за это время быстро нальется и быстро поспеет. Эта штука очень колючая, скажу вам. Это не просто тут ходить. Вот он прячется. Что-то захотелось мне ананасовый пирог и зеленый чай. Не шарлотку, а ананасовый пирог. По такому же принципу приготовленный. Без сахара. Чуть-чуть муки. Девушка спрятала лицо. Увидела, что я камеру трогаю, сразу спрятала. При таком большом количестве фруктов очень много химозных напитков продается. Это, наверное, везде так. Хоть будет их бесконечное количество, химия, она все равно дешевле, быстрее и дольше стоит. Или ананасовую самогоночку сварить. Вообще будет шедевр. Дети, которые запускают воздушных змеев. Здесь очень жарковато. Ветер плохо гуляет в саду. Он теряется здесь. Салам алейкум. Они не знают, что ответить на это. Они просто растерялись. Интересно, у нас урод. Салам алейкум. Обед здесь проходит сейчас. Поэтому не будем нарушать. Дети на полу, брезенты, ручки. Да, это скорее всего медресе, потому что... Надеюсь, не с реки. У меня уже пить никто не будет, потому что я пригубил, но я не могу такую посудину себе в рот наливать. Хотя пьют. Здесь сейчас проходит обед, мужики готовы, учителя едят плов. Если я захожу в такие заведения, меня обязательно спрашивают, кто я по вере. Ну, наверное, они в надежде услышать, что я их веры. Когда говорю, что нет, но все равно нормально относятся. Не выгоняют, пускают. Я не в шортах зашел. Зашел в штанах. Редкий случай, когда
могут не пустить, но это прям такие сильные, сильно ярые. Обычно адекватно относятся к иноверцам. Дети хотят пообщаться со мной. Все выбежали. Маленькие, глупенькие еще. Всем интересно. Все хотят попасть на камеру. В общем, какие-то горшки они здесь готовят, обжигают. For йогурт? Горшки для йогуртов. Вот такой вот принцип. Сделали, поклали, накрыли и ждет все это дело. Закаляется. Горшки внутри. Снизу костер и сверху костер. Чтобы хорошо обожглись. Электричество не во всех домах. Телевизор не во всех домах. Интернета практически ни у кого из детей нету. Только у взрослых. То есть вот друг с другом коммуницируют. Я думаю, что если показать кому-то здесь Sony PlayStation, в глаза тут 99% не видели, что это такое. Это может быть даже и к лучшему. Здесь сильный такой запах стоит. Сейчас скажу чего. Рубленого кокоса. Мы все продолжаем ходить за нашим проводником по местным закоулкам. Здесь чисто, смотрите, в дворах все. Кто хотел сказать, здесь чисто, Иван. В общем, чисто. Is your home? Здесь живет тот, кто работает. Кто не работает, тот прошайничает. Мне говорят, пока тормози, не проходи дальше с камерой. Он, наверное, должен старшим сказать, что там идет гость. И он сейчас будет снимать, что я здесь вступил. Ну, привычка после Индии. Так выглядит дом. Так выглядит квартира. Вот 6 столбов, фундамент, обшито жесть, все. Естественно, внутри очень жарко. И невеста его там стоит. Салам алейкум. Вот эта женщина с мужчиной, которые смотрят, и из-под угла они христиане. Просто зашли посмотреть на такого же христианина, только другой нации. Имеешь ты сады километровые, а жилье, в принципе, не знаю, себестоимость этого жилья $500 максимум, если есть. В таких условиях живут с детьми, с родителями. Для них это нормально, они не видели другой жизни лучшей. То есть для них встал, есть еда, жив-здоров, не болеешь, уже хорошо. Больше, в принципе, и не надо. Thank you. 30% Christian. Кир. 30% оказывается христиан здесь проживает, в этом районе. Поинтересовался у него, бывают ли проблемы здесь у мусульман с христианами. Никогда никаких стычек, никаких столкновений. То есть по
и религиозному признаку нету никогда здесь скандалов. Живут в мире и согласии все. Девочка, жена, муж. В общем, у них this year? 3 помещения. Там такое нежилое. Здесь, получается, вот здесь, вот в этой части спальня. И вот еще 3 помещение. Я так понимаю, это для родителей. Здесь this kitchen, столовая, кухня. Вот все, что здесь красным помечено. Такая вот молодая семья. В общем, ему 25, ей 17, а ребенку 2,5. Недолго вычислить, во сколько была свадьба. В 14, если она 9 месяцев, где-то в 14, да? Ранние браки в деревнях запрещены. Так выглядит манго. Когда поспеет, его можно без рук просто съесть. Поинтересовался, могу ли я здесь найти себе жену. Ну, допустим, я не женатый, я другой веры. Они сказали да. Я говорю, а то, что другой я иноверец, не проблема. Главное, чтобы были деньги и любовь. Все остальное на второй план уйдет. Пригласили меня в местную курильню. Здесь все курят. Первый раз вижу, если честно. Просто заходят, курят и уходят. Везде стоят огромные пепельницы. Типа на улице. Неуважительно, что ли, курить. Здесь курят все. Спросил у него, как они здесь расслабляются. Или, может быть, иногда там пивас. Нет, вот прийти в такое место, заказать крепкого чая и покурить. Я раньше задавался вопросом, почему люди не покупают пачку сигарет. Пачка сигарет — это очень дорого. Не как у нас там лежит она, и ты без остановки куришь. 3-4 в день покурил, счастлив. Конечно, это с моей стороны может быть и некрасиво, но я думаю ему подарить пачку. Чтобы он не приходил в такие места, а спокойно сел у себя возле дома. Даже не возле дома, а во дворе, возле мангового дерева. Жена ему принесет чаю крепкого. Попросил его купить. Он сразу, наверное, испугался, что я ему хочу подарить. Я говорю, нет, я для своих друзей. Я им 2 минуты объяснял, что мне нужна целая пачка. То есть для них это дико. У человека пачка целая. Зачем тебе пачка целая? 5 раз спросили. One cigar? Я говорю, нет, пачка. На английском. One packet. Full. Между прочим, они здесь стесняются курить на камеру. То есть наводишь камеру, сразу руку убирают в сторону. Какой-то вот на уровне подсознания спрятать сигарету. В общем, подарил я ее, пачку этому. Сначала не хотел брать, потом, видно, обрадовался. Как говорит мне мой бангладешский друг, несмотря на то, что у них ранний брак, они счастливы. У них счастливая семья, и им ничего не нужно. А кто-то сейчас смотрит это видео, налил себе просекко, сделал бутерброд с красной икрой. Еще раз ананасы. Грех такие не взять с собой в дорогу. Это очень вкусно. Бизнес прет, он улыбается. Реально красивые они.
Продавец от Бога. Ну а теперь автобус. Здесь сбить могут 3 секунды. Лучше не шутить. Это настолько вкусно. Это как будто ты после Лады Гранта пересел на новенькую последнюю BMW. Это бомбически вкусно. Это очень нежно. Это кислое, это сладкое, это приятное послевкусие. Такое прям какое-то цветочное. То есть можно описывать часами. Это реально вкусно.